Раннее утро. Город еще дремлет. На дорогах почти нет машин. Мы едем в путешествие на север штата Нью-Йорк. С первыми лучами солнца, когда небо окрашивается тонкой оранжевой полоской, пересекаем границу штата по мосту имени Джорджа Вашингтона. Стальной великан, открытый в 1931 году, стал одним из самых длинных подвесных мостов в мире. До сих пор поражает простотой и величием. Перед нами штат Нью-Джерси. Впереди дорога, леса и горы. Короткая остановка на сервис-эрии и снова в путь. Начинается медленный подъем в горы. Туман растянулся тонкой дымкой, заполняя низину. Мы врываемся в белое облако. Все словно растворяется в молоке. Но вот пелена рассеивается, и впереди чистое голубое небо. Мы приехали на первую смотровую площадку. Мы уже в Катскильских горах. Нет ничего лучше. Горы, осень и друзья рядом. Осень уже вступила в свои права. Зелени еще много, но среди нее вспыхивают золотые, багряные и желтые краски. Вдоль дороги мелькают небольшие горные деревушки, спрятанные в яркой листве. По дороге мы ненадолго остановились в резорте Виндам, популярном горнолыжном курорте с фуникулером, множеством трасс и красивыми горными пейзажами. Одной из запоминающихся деталей курорта стала бронзовая свинья на лыжах. Смотрится забавно, но за скульптурой настоящая история. В конце 18 века свиньи помогли первым немецким поселенцам выжить в суровых зимах. Из свинины готовили буквально все. Так что это не просто фигура, а теплый символ благодарности и, возможно, намек на хороший аппетит. Бросим монетку в копилку на удачу. Дом в викторианском стиле, уютная гостиница, спрятанная в яркой осенней листве. Мы в центре городка Виндам. Вокруг ярко раскрашенный осенний лес, белая колокольня церкви и ряд небольших домов. Большинство из них – это гостеприимные гостиницы для любителей горнолыжного спорта, которые приезжают сюда зимой. А некоторые дома напоминают старинные спик-изи, говори тихо, здания с историей и особой атмосферой. Путь до конечной точки занял 2,5 часа. Приехали в Хантер. Сейчас идем покупать билеты на фуникулер. Будем подниматься в гору. Доступ к Хантер-центру продуман. Есть и лестница, и специальная дорожка для людей с ограниченными возможностями. Заполняем анкету для покупки билетов на подъемник. Цена зависит от статуса. Пенсионеры и студенты платят меньше, дети бесплатно. Очередь движется быстро. Утро. И большинство туристов еще не успели приехать на фестиваль. Подошла наша очередь. Вот и мы уже садимся на фуникулер. Как вам? Классно! Мы поднимаемся на гору Хантер. Над нами небо, под нами простор. Летим как будто над самой пропастью, а осень рисует вокруг узор. Базальтовый камень, листвы, золото, зеленый, желтый, алый цвет. Все перемешано в пестрой палитре. И лучше пейзажа, пожалуй, нет. Шелест листвы, высокие склоны, голубизна над головой. Что еще нужно для счастья в дороге, когда осень дышит с тобой? Голубое небо, высокие горы. Ой, что еще нужно для счастья? Поднимаемся на очень высокую гору высотой 1300 метров. О, специальная остановочка для нас, чтобы мы налюбовались этой красотой.
А какой вид открывается шикарный! Хай! Top of the mountain, top of the world. О, горная порода такая интересная, как будто лава здесь бежала из вулкана много миллионов лет назад. На вершине установлен фрагмент базальта с табличкой в честь Джона Клэра Уэя, члена Зала славы лыжного спорта. Сквозь листву просвечивает голубое небо и вспыхивают яркие осенние краски. Хочется просто стоять и смотреть, впитывая дыхание чистого воздуха и свободы. Такая необычная скульптура. Я бы ее назвала «Поющие трубы». На вершине горы Хантер пышная растительность, свежий горный воздух и особое чувство простора. С высоты весь Хантер как на ладони. Огромное количество туристов здесь и летом, и зимой. Здесь канатная дорога, техническое сооружение для связи и безопасности и поляна с деревянными скамейками. Внизу раскинулись холмы и долины, будто нарисованные акварелью. Мне повезло встретить двух путешественников. Мы разговорились, и они с радостью поделились своими впечатлениями. Здравствуйте, меня зовут Никита, это моя жена Мария. Кратко о наших эмоциях. Мы два человека, которые ужасно боимся высоты, и поехали на этих лифтах. Очень красиво, очень хорошие пейзажи, все нравится, все круто. Свежий воздух, не пожалели, да. Да, но оно того стоило, хотя очень страшно, но горы здесь невероятны. Мы всем все равно советуем перебороть свой страх ради такой красоты, которая здесь есть. 2 часа на вершине пролетели незаметно. Успели налюбоваться пейзажами и хорошенько нагуляться. Аппетит тоже нагуляли, так что пора спускаться вниз. Эмоций положительных очень много. Спускаемся с горы Хантер. Говорили, очень будет холодно, нам было очень жарко. Гора изначально называлась Гринланд Маунтин, но в 19 веке получила имя Джона Хантера, владельца этих земель и одного из первых поселенцев региона. А в 1950-х годах здесь открыли курорт Хантер Маунтин, первый в США с системой искусственного оснежения от вершины до подножия. Сегодня в местечке Хантер, это штат Нью-Йорк, на замечательном осеннем фестивале Октоберфест. Октоберфест встречает музыкой, смехом и ароматами солода. Атмосфера праздничная и теплая. Повсюду улыбки и хорошее настроение. Заглянули в сувенирный магазин. Тут, как водится, все блестит и переливается. Украшения, стеклянные миниатюры, на каждом шагу что-то любопытное. Ну а потом, как не попробовать знаменитое пиво Октоберфест? Оно так и манит своим вкусом и настроением праздника. Заходим в бар. Там весело играет ансамбль Тони Полька. Звучит жизнерадостная музыка на все случаи жизни, как написано у них на визитке. Люди подпевают, танцуют, стучат кружками. Здесь собираются потомки первых поселенцев не просто выпить пиво, а чтобы встретиться, пообщаться, почувствовать дух фестиваля и снова быть вместе, как когда-то.
На фестивале жара не только от солнца, но и от конкуренции. Здесь проходит отборочный турнир чемпионата штата по штейнхолдингу. И да, вы тоже можете стать чемпионом. Нужно всего лишь зарегистрироваться и выдержать непростое испытание. Участники держат пивную кружку весом около 2 килограмма 300 грамм, наполненную пенным напитком, на вытянутой вперед руке, параллельно полу. Нельзя сгибать локоть, наклонять кружку и проливать хоть каплю. Первыми в бой идут женщины. 10 участниц. И у каждой настрой серьезный. Уже через минуту кружка кажется свинцовой, но зрители подбадривают. «Stay holding! Держитесь!» Здесь побеждает не только сила, но и упорство, а иногда и просто жажда победы, но и пиво тоже. Мужчины хоть и выглядели крепче, сдались быстрее. Тут уж как назло, чем шире плечи, тем меньше выдержки. Победитель продержался 3 минуты 25 секунд, а кто-то и вовсе поспешил сдаться ради 2 бесплатных стаканов пива. Ну как тут устоишь? На улице настоящий праздник. Играет ансамбль, звучит веселая ритмичная музыка, и ноги сами просятся в пляс. Люди танцуют, обнимаются, смеются, снимают друг друга на телефоны. Атмосфера, как на большой уличной вечеринке. Даже продавцы не выдерживают, покачиваются в такт и пританцовывают за прилавком. Здесь никому не скучно, здесь просто хорошо. Голодным здесь не останешься. Выбор еды на любой вкус. От мексиканских такос до украинских вареников с капустой. Есть и знаменитые немецкие сосиски, жареные до румяной корочки. Ну и, конечно же, как без пива, предлагают целую коллекцию сортов, сваренных специально для Октоберфеста. Люди доброжелательные, улыбаются, здороваются. Вот группа веселых немцев кричит мне «Хай!». На память бокал в виде сапожка, чтобы вспоминать этот день с улыбкой. Если вы хотите насладиться яркими красками осени и побывать на веселом фестивале Октоберфест, то вам сюда, в Хантер, штат Нью-Йорк.